Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Я тут хотела затронуть такую тему. Все-таки у каждого мастера, я считаю, есть определенная своя любимая зона, поэтому я решила сделать такой формат с моими топ-мастерами, и они будут делиться своими фишками в работе. И сегодня я хочу познакомить вас со своим топ-мастером Анной Корепановой. Она у меня спец по волосковой технике, также она является чемпионом России по волоскам. И сегодня она расскажет, как она делает волосковую технику. Ну а я надеюсь, вам это понравится, поэтому не забывайте писать комментарии. Всем привет, меня зовут Анна, и сегодня бы хотелось вам показать волосковую технику. В процессе работы мы с моей ученицей Викторией покажем, как необходимо работать с кожей, где есть немножко проплешины. В процессе работы покажем, как легко проработать каждый волосок, чтобы было не так четко, но при этом, чтобы брови смотрелись более целостно. Изначально мы находим точки на головке, далее мы находим уже точки линии апекса и кончика. Линии кончика мы проверяем от крыла носа с правой и с левой стороны. Также проверяем верхние грани от начала до апекса и полностью уже бровку, то есть от начала до кончика, как с левой, так и с правой стороны. У нашей модели левая бровь выше, поэтому для того, чтобы убрать асимметрию, мы с правой стороны немножко приподнимаем кончик, но это создается не только для того, чтобы выровнять, но также приоткрыть сам взгляд, потому что если мы будем заполнять так же, как идет рост волосков, то у нас взгляд будет опущенный, но мы хотим немножко приподнять. Чтобы проверить линии кончика, мы немного прикладываем к концу глаза и к концу точки окончания брови. После того, как мы отрисовали уже эскиз, мы укладываем клиента и отрисовываем по секторам. Получается, у нас есть асимметрия. Для того, чтобы приоткрыть взгляд, мы немножко линию апекса кончику приподняли. И получается, здесь у нас прорисовка просто скелета, первый ряд волосков. Так, ну все, мы сейчас начинаем, и начинаем мы с скелета. В процессе работы мы будем использовать пигменты от Hanafi, это 3 и 4. Перед тем, как приступить к работе, мы должны понять кожу, поэтому изначально стараемся прямо очень легко вводить иголочку в кожу. В данном случае у нас кожа комбинированная и тонкая. Это значит, что на ней нужно работать очень легко и более поверхностно. В процессе работы мы не забываем про натяжение кожи. Указательным пальцем и большим пальцем натягиваем вверх. Так как я правша, я также мизинчиком правой руки натягиваю кожу в другую сторону. Натягивать кожу необходимо для того, чтобы волосок получился прям очень легким и тонким. Если вы не будете натягивать, то возможно, что волосочек будет такой немножко грубоватый, извилистый и топорный. Сейчас вы видите, что я провожу на одной линии несколько раз. Это самый важный момент волосковой техники, так как необходимо равномерно заполнить линию. Если вы будете спешить, то у вас, возможно, линии волосков будут немного прерывистые и с пятнами. И, кстати, мизинчик правой руки очень помогает, чтобы сместить кожу, чтобы в дальнейшем не заглубить на кончике, так как там очень нежная кожа. Очень важно, чтобы волосок не вплетался в скелет. Необходимо оставлять 1-2 мм между волосками, чтобы в дальнейшем не получился эффект того, что волоски у нас расплылись. После того, как мы отрисовали уже скелет и кончик, мы приступаем к головке. На головке волоски должны быть более такие легкие, более воздушные, поэтому первый волосок, который расположен близко к скелету, заполняется более насыщенно, а последующие волоски, которые идут уже ближе к серединке, заполняются чуть-чуть полегче. Вначале прям такие легкие волоски, потому что у нее и свои здесь прям пушковые такие, поэтому не будем слишком удлинять. Чисто где-то 2-3 мм просто заполним вот эту вот часть.
Для чего необходимо прорабатывать волоски легко, чтобы в дальнейшем, после процедуры, когда уже все заживет, взгляд был более легким, натуральным и смотрелся более естественно. Поэтому в начале головки старайтесь рисовать прям очень легко. Обычно я не использую ни первичную, ни вторичную анестезию, но иногда в данном случае мы просто то, что обучение и понять, как работает вторичная анестезия, мы будем ее использовать. Пигмент, который мы нанесли, то есть первый ряд, мы его оставим для того, чтобы пигмент, который мы проложили, мы его не будем убирать, а прямо на поверхности мы нанесем вторичную анестезию для того, чтобы пигмент проник еще более глубже. После того, как мы завершили правую бровку, мы приступаем к левой бровке. И начинаем мы также со скелета. В линии скелета мы заполняем более плотно, насыщенно, а волоски, которые вплетаются, они более легкие. В начале они еще более легче, к месту сплетения они более поплотнее. Кстати, немного хотелось бы поговорить по пигментам. Мы работаем на пигментах Ханафи. И в данном случае мы использовали, как я уже говорила ранее, 3 и 4, так как кожа более такая смуглая и сами волоски тоже у нас более коричневые, то есть темные. Немного хочу вам сказать, какие необходимы пигменты использовать. Например, если у вас пришла блондиночка, сами волоски тоже более такие легкие, поэтому в данном случае лучше использовать либо 2, либо 3, либо также миксовать, если уже все-таки девушка и сама более выразительная, такая смуглая, и сами волоски плотные и темные, можно спокойно использовать 4, но также миксовать с 3 или 5, но 5 в основном мы используем уже у тех девушек, у кого прямо волоски очень насыщенные и более такие плотные. Итак, мы сейчас приступаем к правой бровке. Изначально мы протираем весь пигмент и всю анестезию, чтобы увидеть результат. Так, вот такой результат у нас сейчас получился после первого прохода. И получается, между волосками мы будем делать 2 ряд, то есть параллельно вплетать, и к месту сплетения у нас будет более такая четкая линия. Сейчас мы приступаем к заполнению волосков, которые у нас остались от первого прохода. Набираем тон, и к линии скелета, где вплетаются, мы также делаем более насыщенно. Но помимо этого мы также уже начинаем прорисовывать 2 ряд. Для новичков, которые только сейчас начинают, можно прорисовывать карандашиком, чтобы не потеряться. Если, например, у вас девушка прямо с густыми бровями, можно брови немножко откидывать и прорисовывать волоски. Так, сейчас мы прорисовываем кончик. Здесь также стараемся работать легко, не забываем натягивать кожу, приподнимать кожу, чтобы не заглубиться. Когда приступаем к апексу, помним о том, что начало волосков должно быть легкое, более тонкое и воздушное, поэтому прям вершины кончиков прорабатываем очень легко, а кончиком мы более уже насыщаем и делаем поплотнее волоски. Если в процессе работы вы замечаете, что где-то не хватает волосочков, но прорисовка длинных волосков неуместна в данном случае, поэтому можно прорисовывать прям очень легкие тонкие волоски, где-то размером 3-4 мм. Кстати, машинку я использую Defender Diamond, она является гибридом. Картridж мы также использовали Defender, заточку 25 RLLT. С помощью данного картриджа получаются прям очень контурные и тонкие волоски, поэтому они не бросаются взглядом.
Так, сейчас мы заполняем 3-й проход, и 4-й проход мы заполняем в том случае, если нам необходимо прям очень густые и воздушные бровки. Но в данном случае у нас девушка хотела очень натуральный легкий эффект. Нам не нужно было, чтобы брови бросались, их было видно, поэтому мы в местах, где своих волосочков очень мало, мы прорисовывали чуть-чуть побольше, а где свои волоски, в данном случае получается в начале головки у нас волосков побольше, а к линии апекса и кончику волосков поменьше, поэтому мы там заполняли побольше. Также обратите внимание, что волоски я прорисовывала очень легко, воздушно, для того, чтобы в процессе, когда уже мы получим результат, у нас получился эффект более легкой тени, то есть волоски у нас будут прям очень легкими, они не будут бросаться, но при этом уже мы исправим асимметрию, которая была в данном случае у нашей модели, мы получим уже более какой-то выразительный взгляд, будет легкий контур, но он не будет бросаться. И сейчас мы переходим к финальному результату. Посмотрите, какой у нас результат получился. Если у вас какие-то есть вопросы, вы также задавайте, пишите в комментариях. А также я вам желаю побыстрее войти и влиться в данную технику, освоить волоски, быть профессионалом. Ну а мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока!